Okay, so once again, I want to make clear to everybody Еще раз хочу очень ясно донести до вас эту мысль, that my talk is in a very informal, что обычно я выступаю неформально, and I recognize it more as a lecture rather than a teaching, so-called. Мое выступление носит характер лекции скорее, нежели учения как такового. Because as a teaching, individual who is giving the teaching must have the 10 qualities of being a guru, as we call it, or a lama. Потому что если человек дает учение, так называемое учение, то тогда он должен обладать 10 качествами ламы или гуру. And just because I have a fancy title doesn't give me the right or the entitled to label myself as a guru or as a teacher. Однако пусть даже я и ношу высокий титул, все равно титул сам по себе не наделяет меня этими 10 качествами, которые должны быть у гуру. But how you accept it or not, that is up to the individual. Но, конечно, как вы смотрите на того или иного учителя, считаете ли вы его учителем или нет, это ваше личное дело. It would not be appropriate for me to say, I am from now on or today onwards your teacher or your guru, therefore you must follow these instructions and so on. Но вне всякого сомнения я не могу позволить себе сказать, я ваш учитель, и отныне вы должны следовать моим наставлениям. So it takes a lot of time for you to make that to make that judgment. Для того, чтобы принять кого-то в учителя, необходимо довольно продолжительное время, прежде чем вы его оцените и придете к этому выводу. And since I don't give talks very often as much as I would like and as much as you would all like, so therefore it definitely gives time for you to make the judgment whether the person who is giving the talk is suitable or not to be labeled as a teacher or not. И поскольку я не выступаю с лекциями так часто, как мне того бы хотелось и как вам бы того хотелось, то из этого вытекает, что вам понадобится довольно продолжительный период времени, чтобы принять решение, считаете ли вы данного человека учителем или нет. So therefore, I would like our relationship to be very informal, if I may say that Поэтому way. я хочу, чтобы наши отношения были весьма неформальными, если я могу позволить себе так выразиться. More open. Пусть это будут более открытые отношения. Without these traditional barriers of respect, without these traditional barriers of hesitation, and so on. Без традиционных барьеров, каковыми оказывается потребность проявлять уважение и какие-то колебания и сомнения со стороны учеников. So till today, I know many of you have attended various lectures, various teachings, as well as various empowerments, initiations, and so on. Я знаю, что до сегодняшнего дня многие из вас посещали самые разные лекции, самые разные учения, а также посвящения и так далее и тому подобное. And in all the teachings that you have heard, again, there's always that repeat of the bodhicitta mind, the importance of compassion, the importance of cultivating compassion, and the effects, etc. И, конечно, какие бы учения вы не прослушивали, вы найдете там повторяющиеся темы, как то сострадание, необходимость взращивать сострадание, бодхичитта, последствия взращивания сострадания и бодхичитты и так далее. And also the importance of meditating, contemplating. Также учителя говорили вам о том, что очень важно предаваться медитации, созерцать. So I thought it would be important to speak a little bit about the mind. И мне показалось, что было бы замечательно, если бы мы поговорили немного о том, что такое ум And the mental factors. и что такое ментальные факторы. It is very important to recognize these different categories Очень важно понимать все эти разнообразные категории, or different mental states разнообразные ментальные состояния or mental factors as they call it. или ментальные факторы, как обычно это называют. In most of the books, in most of the translations, now since we're doing it in a different language, most translations are translated as mental factor.
В большинстве переводов, поскольку мы с вами все-таки вынуждены довольствоваться переводами, поскольку учения идут на иностранном языке, так сказать, то в большинстве переводов мы находим эту терминологию. 51 ментальный фактор. So I struggle with that particular terminology. Честно говоря, эта терминология, может, мне не очень нравится. When you say factor, that's a confirmed statement, saying this is a fact, therefore it becomes a factor. Потому что слово «фактор», на мой взгляд, соотносится со словом «факт». Когда вы называете что-то фактором, то это уже как бы нечто такое строго очерченное, определенное. And it almost puts an end to it. Как будто бы на этом мы ставим точку. Это фактор, это факт. So, I think mental state. Поэтому я бы предпочел называть это ментальными состояниями. I think it might be a little bit more appropriate. Мне кажется, это было бы, это лучше подходило бы к описанию. But then again, that is something for you to later on to make the judgment. Но пусть вы подумаете впоследствии на этот счет и вынесете свое суждение. There is some translation that use the term that says mental state. Но я встречал переводы, в которых говорится о ментальных состояниях. But overall, they label it as a factor. Но в целом все равно они используют слово «фактор». So Vasubandhu and as well as Asanga, both of them were specialized in the Chitta as well as the Bodhicitta philosophy. Васубандху и Асанга, они оба специализировались на том, что может называться Читта и Бодхичитта. Yeah, who were great Nalanda masters. Они были величайшими учителями And Наланды. I can't remember the name of the text now, but they in their philosophical text they gave a very defined explanation of all these mental factors. Я сейчас, может быть, не приведу название этого текста, но у них есть сочинение, в котором очень подробно, детально описываются все эти ментальные факторы. And of course, due to the time constraint that we have, we'll try to cover the 51 mental factors as much as we can today, which usually it is explained in over a month's period. Мы с вами крайне ограничены во времени, и, конечно, попробуем пройти этот 51 ментальный фактор, насколько это будет в наших возможностях, потому что обычно в традиционном ключе, когда объясняют 51 ментальный фактор, то на это уходит месяц. So the first question that is asked. И первый вопрос, который здесь задается. What is the mind and what is the mental state or mental factor? What is the difference between that? Что такое ум, что такое ментальные факторы или ментальные состояния, в чем различие между ними? I'll give you a very simple explanation of that. И я дам вам очень простое объяснение этому. The screen, вот этот экран, that is the mind. Это ум. The image that's on the screen, картинки, которые проецируются на экран, that is the mental factor, or that is the mental state. Это ментальные факторы или ментальные состояния. So over the time, the image will change. Со временем картинки будут меняться. And on that image, there's different images, different sizes, different styles, different colors, and so on. На экране будут возникать самые разные образы, разных цветов, разных форм, разных стилей. But the screen itself will not change. Но сам по себе экран меняться не будет. So that's how our mind works. Вот так работает наш ум. Our mind is there permanently. Наш ум находится здесь постоянно. But within the mind, there's many different factors. Но внутри ума играют роль различные факторы. Many different states. Проявляются самые разные ментальные состояния. Many different emotions. Проявляются самые разные эмоции. And they're all the time at a constant movement. Они находятся в постоянном движении. And that is what is the difference between the mind and the mental state or the mental factor. И в этом, собственно, и есть различие между умом как таковым и ментальными факторами. So, in general, I'm speaking now from the Mahayana Buddhist tradition. Сейчас я говорю с вами с точки зрения буддизма Махаяна. In the particular text in the Abhidharma, в одном из текстов Абхидхармы, from the Mahayana tradition, there would be 51 mental states. С точки зрения традиции Махаяны описывается 51 ментальный фактор или 51 ментальное состояние. In the Theravada tradition, традиции Тхеравада, within the Theravada tradition, there's, I think, if I'm not mistaken, about 20 different schools or traditions. Там внутри традиции Тхеравада мы находим 20 различных школ или традиций. And in those, they give 56
mental factors. И там приводится 56 ментальных факторов. I don't know what the extra 4 or 5 is, but in general, in the Theravada tradition, it is given as 56 mental factors. Я не знаю, какие еще 5 дополнительных они приводят, но в целом и число ментальных факторов, которые они упоминают, 56. So, it is important to understand and recognize these different mental factors. Очень важно распознать, признать эти разнообразные ментальные факторы. And why is it important to recognize it? Почему нам нужно знать об этом? It is not to get acquainted with Buddhism in general, Потому что недостаточно просто познакомиться с буддизмом вообще, but by understanding these mental states, it is more of understanding you as an individual. нужно также понимать все эти разнообразные ментальные состояния, поскольку это помогает нам понять, кто мы есть как индивидуальные личности, Who you are as a person, кто мы как отдельные люди, who you are as an individual, кто мы как индивидуумы, who you are as an artist, кто мы как художники, who например, you are as an accountant, или как бухгалтеры, who you are as a male or female. как мужчина или как женщина. So, therefore, right now, when we say, oh, do you know Igor, right, for example, Например, сегодня, если мы спросим, а вы знаете Игоря? immediately there's different images of Igor that come to mind. Which one are you talking about? Тотчас же в нашем уме начнут проявляться какие-то образы, картинки, и мы будем пытаться понять, о каком же Игоре идет речь. Then you give the last name, then you add the last Для name, того, right? чтобы разобраться, о каком Игоре идет речь, добавляется фамилия. Then when you filter through that, И когда вы отфильтровываете всю эту then you say, информацию, oh yes, I know that Igor. в конечном итоге вы говорите, ах да, вот этот Игорь, я его знаю. But then again, the question is asked, Но тогда следующий вопрос возникает. you know Igor from a external Как именно ты знаешь Игоря с точки зрения его внешнего облика, or internal? или ты знаешь его внутреннее содержание? First thing we recognize is their external. Конечно, первое, что мы распознаем, это внешний облик данного человека. The image that we have processed in our brain. Этот образ человека, он перерабатывается нашим мозгом. So sometimes we say, yes, I know Igor, but I don't know him that well. Иногда мы можем сказать так, да, я знаю Игоря, но, честно говоря, хорошенько-то я его не знаю. So what does that tell you? О чем свидетельствует эта фраза? That tells you that you don't know him as a person. Она говорит нам о том, что как человека мы еще его не You don't know знали. him as an individual. Мы не знаем его индивидуальность. But you know what the image of Igor looks like. Но при этом образ Игоря, его внешний облик у нас есть. Or you would say, yes, I know him very well. Или мы можем ответить на этот вопрос, сказав, я знаю этого человека, этого Игоря очень хорошо. And how do we know him very well? How do we define by knowing him И well? как мы это для себя определяем? Что это вообще значит? Я очень хорошо знаю Игоря. And we know him by the distinguishing of one of the or some of the factors or states that will appear on today's screen. Мы знаем его по каким-то из 51 фактора, которые сегодня представлены перед нами на этом экране. So the aim is not to absorb these different 51 mental states so we can recognize others better, but it is more so that we understand ourselves better. Однако познакомиться с этими факторами числом 51 нам необходимо не для того, чтобы лучше разбираться в других людях, но прежде всего для того, чтобы разобраться в самих себе. So that's why they're called the secondary mental factors, which means because the mind has the whole, as a whole, then secondary factor is the mental states that come along. Поэтому здесь говорится о вторичном уме. Во-первых, есть первичный ум, это ум в целом, а к нему добавляются вторичные состояния, вторичные факторы. Now, when you say 51 mental factors, now they're divided into 6 different categories. Когда мы говорим о 51 ментальном факторе, то нужно понимать, что они делятся на 6 категорий. Yes, it's the 5 ever functioning. So this is the following 5 that I'm going to show. These are constantly functioning in our mind.
Первая пятерка — это 5 постоянно действующих или, другими словами, вездесущих ментальных факторов, которые все время проявляются в нашем уме. Whether we realize that or not, it is a continuation at all times. Осознаем мы это или нет, но они все время постоянно проявляются в нашем уме. So also another thing is the eye, nose, how to say, auditory, smell, feeling, the 5 senses. These are always also very active. The 5 senses that are always active. Наши 5 чувств, визуальное восприятие, слуховое восприятие, осязание, обоняние, все они всегда, they're always very active. They're always active. Они всегда активны. And through that, this is when the 5 ever mental factors come into effect. И в силу этого начинают действовать и последующие перечисленные 5 факторов. So the very first one. Первое здесь. Feeling. Это чувство. Feeling meaning, how would you understand feeling? Что такое чувство? Как вы это для себя определяете? Now, when we talk about feeling, it could be physical feeling. Когда мы говорим о чувстве, это может быть физическое ощущение, mental feeling, ментальное чувство, emotional feeling, эмоциональное a sense чувство, of hurt, a sense of sad, a sense of happiness. чувство обиды, чувство боли, чувство счастья. This is the feeling that we are talking Это about. все те чувства, о которых мы здесь ведем речь. So any situation or instance when there is a feeling, this is what it means by feeling. В любой ситуации, в которых проявляются чувства, вот то, что проявляется, это и есть те чувства, о которых мы здесь говорим. And also it could be related to one of the 5 senses. Кроме того, эти чувства могут быть связаны с одним из 5 органов чувств или 5 чувств. 2 is recognition. Следующее — это распознавание. We recognize. Мы способны что-то распознать. And again, that is also through one of the 5 senses. Опять же, здесь задействованы 5 чувств. We can recognize through the eyes, through visual. Мы можем, например, распознавать какой-то объект посредством визуального восприятия. We can recognize it by sound. Мы можем распознавать что-то посредством слухового Recognize it by восприятия, smell. посредством обоняния, Recognize it by feeling. посредством осязания And so on. и так далее. Number 3 is perception. Третье — восприятие. Or I would say more of urge. I think maybe that might be the right translation for it. The urge or the ability. Я бы, наверное, сказала, что здесь лучше использовать не это слово, а способность или некое намерение. Да? Вот тот перевод, который вам раздали, здесь как раз слово намерение. And also the more of the ability. И также способность. Because our mind is very strong, whether we know it or not. Потому что наш ум, он очень сильный, знаем When our mind мы is об этом very или strongly нет. have that urge. Когда в нашем уме есть вот такое намерение, скажем. And that's when the ability kind of kicks in. Вместе с намерением приходит также и And when that способность. ability kicks in, Когда возникает and способность, the signal of the brain sends through that, how do you say, through the perception, through the urge and the ability, then you have that physical movement. мозг посылает свой сигнал, и начинает действовать распознавание, начинает действовать это намерение, и в конечном итоге это заставляет нас осуществлять что-либо на физическом уровне. Now, not only from a physical movement, but also it gives you the urge to your mind, to the factor of your mind as well, to do more things, to think more, to meditate more, and so on. И это намерение, оно не только ведет к тому, что вы начинаете, например, осуществлять физическое движение или как-то себя проявлять на физическом плане, но также влияет и на ум. Например, мы начинаем что-то глубже обдумывать, размышлять о чем-то. Fourth one is contact. Следующее, четвертое — контакт.
Contact meaning not with externally being contact, Под контактом мы понимаем не внешний контакт, but having that contact within yourself, но это контакт внутренний. which is more, I would say, more awareness. Скорее это можно назвать осознаванием. Awareness of your surroundings, Когда мы осознаем то, что нас окружает, awareness of how you're feeling, осознаем, как мы ощущаем себя, awareness of whether you recognize or not, осознаем, распознаем ли мы что бы то ни было или нет, awareness of whether you're comfortable or not, осознаем, комфортно нам или нет, aware of how your mental state is at that particular осознаем, moment. какое у нас ментальное состояние в конкретный момент времени. So the fifth one is what we call paying attention. Пятое — внимание, да, уделение внимания. So we are constantly paying attention. Мы постоянно уделяем чему-то You know, внимание. our mind is always on the run. Наш ум все время действует. So it is a never-ending, how to say, never-ending moment or never-ending process. Это не прекращающийся процесс. So these are the 5 ever-functioning, what we call Таковы functioning. 5 вездесущих ментальных факторов, And it is accompany every instant of the mind and the mental activity. сопровождают каждое мгновение осознавания, каждое мгновение ментальной деятельности. We may not realize it, Возможно, мы этого не осознаем. but if we are to take a break and step back and analyze, once we recognize, once we memorize these 5, Но если мы как бы сделаем паузу и попробуем понаблюдать за собой, после того, как мы выучили этот список из 5 вездесущих факторов, and analyze it one by one, и если мы начнем анализировать их один за другим, every mental state is valid. то мы увидим, что каждое ментальное состояние может быть названо достоверным. Valid in a sense that they are active. Достоверным в том смысле, что они действуют, они действительно проявляются. So therefore, when we say mind, we just see one picture. Когда мы говорим ум, мы представляем себе какую-то единую картинку. Then you say, okay, what is the mind? You have to open that, or you have to cut it open to analyze. Но далее, когда мы ответили себе на вопрос, что вот ум — это есть нечто единое, мы должны эту картинку раскрыть, разделить ее на составляющие. Then this is when the 5 ever-functioning mental states come into effect. И вот тут и начнут проявляться эти 5 вездесущих ментальных факторов. So there's 5 here. Вот эти 5 вездесущих факторов. Теперь следующая 5. This is what we call the 5 determining mental states. Следующие 5 мы называем 5 определяющих факторов. We have that determination. У нас есть это устремление, Okay, или now решимость. when we say determination, it's just one word. Когда мы говорим устремление, решимость, то решимость — это какое-то отдельное одно слово. Determination has many different levels as well. Но у решимости есть много разных уровней. And therefore it is, broken down into 5 determining mental states. И поэтому здесь мы и получаем эти 5 характеристик, 5 определяющих факторов, которые Number характеризуют one решимость. is what we call aspiration. Первое — то, что называется устремление. Or positive intention. Или позитивное намерение. We have the positive intention to live well. Например, у нас есть позитивное намерение жить достойно. We have the positive intention to be free from all forms of suffering. У нас есть позитивное намерение быть свободным от всевозможных форм We have страдания. that positive intention to У нас есть be позитивное compassionate. намерение быть сострадательным. And we have that aspiration И у нас есть соответствующее устремление to liberate from all forms of suffering. освободить себя от всевозможных And форм therefore, страдания. we have the aspiration to achieve enlightenment. И потому у нас выкристаллизовывается устремление So, прийти к пробуждению. therefore, that particular determining mental state is very important. Поэтому этот определяющий фактор или определяющее ментальное состояние имеет большое значение. Do we possess that mental state or not? Есть ли у нас такое ментальное состояние или нет? Of course we do. Конечно, есть. Is that fully ripened or not? Полностью ли оно созрело или нет? That's a question for us to ask Это вопрос, ourselves. который мы должны задать самим себе. And that's a question for us to say how weak it is. И мы также должны определить для себя, что да, на сегодняшний момент мое устремление слабо. How effective it is.
Мы должны спросить себя, эффективно ли and оно how или much нет. more effective that we can make it. И сколько еще усилий от нас потребуется, чтобы придать ему большую эффективность. Now, the number 2 is belief. Второе, то, что вот в этих двух переводах называется оценка. Belief in a sense that firm conviction. Firm conviction. Ну вот Ринпоче предлагает это понимать как твердая уверенность. So it's not belief, it's conviction, right? Yes. Это твердая уверенность. Well, Наверное, тогда не оценка, а твердая уверенность. I'd like to say firm conviction. Мне вот нравится в данном случае сказать твердая уверенность. Because when you have a firm conviction, Потому что если у вас есть твердая уверенность, then belief comes. то тогда ты начнешь верить. If I am fully convinced, Если я right, полностью уверен, that this is a very good quality of water, что эта вода высококачественная, then that's the belief system that comes in. то тогда включается моя система верования. So therefore, I'm trying to more define just what it means by belief. If I just say belief, then it just sounds like very short, simple, and Если я просто very dry to me. скажу вера или оценка, то мне кажется, что вот так отдельно взятые эти слова, они представляются нам сухими, поэтому я хочу это объяснить более подробно. So therefore, to define it a little bit more, I use the term firm conviction. Мне хочется дать вам понять, что же это такое, поэтому я предпочитаю здесь поставить термин твердая уверенность. Because our mental state is constantly moving and constantly Ведь analyzing. наши ментальные состояния, они всегда в движении, они постоянно анализируют And что-то, constantly filtering они постоянно фильтруют what we see, то, что мы видим, what we smell, то, что мы обоняем, what we hear, то, что мы слышим, and what we taste. то, что мы вкушаем на вкус. And after going through all that process, then there is a firm conviction. После того, как все эти процессы закончены, возникает твердая уверенность. Whether what you see is good or not, Хорошо ли то, что мы видим? whether what you hear is good or not, Хорошо ли то, что мы слышим? what you smell is it good or not, what you taste is good or not. То, что мы обоняем, воспринимаем на запах, то, что мы вкушаем на And вкус. after filtering, then I come through a strong conviction. После всей этой фильтрации, так сказать, рождается твердая And уверенность. that conviction is what we call belief. И эта уверенность и может быть названа оценкой или верой. Third one is what we call mindfulness. Третье — внимательность или And nowadays this is a very, осознанность. which seems to be a very popular term these days. Сегодняшний день этот термин на английском языке mindfulness, он может быть переведен как внимательность, осознанность или памятование. Это очень популярный термин. Being mindful. Говорят, будь осознанным. And also when you're meditating, they constantly use that word, be mindful. И когда ты медитируешь, тебя всегда призывают к этой осознанности, внимательности или памятованию. And of course that's very important because that is one of the determining factors. И это очень важно, потому что это один из определяющих факторов. Determining state of mind. Это одно из определяющих состояний ума. So what I would define it more as preventing your mind from wandering. Но здесь самое главное, как бы я это определил, не позволять уму блуждать, удерживать свой ум от блуждания. And the reason I say that is И because причина, почему я так говорю, when we are being mindful, когда мы внимательны, we have to be mindful of something. Когда мы осознаем, нам нужно осознавать что-то, да? У нас должен быть объект нашего осознавания. So, for example, let's say I'm going into meditation. Представим, что я сейчас вхожу в состояние медитации. I have to be mindful. Мне нужно сохранять эту осознанность. What do I have to be mindful about? Или памятование, сложно с какой термин выбрать. Если памятование, то о чем именно мне нужно памятовать? I have to be mindful about what I'm going to meditate on. Мне нужно помнить о том, в чем состоит объект моей медитации. I have to be mindful about the causes and the conditions. Мне нужно памятовать о причинах и условиях. And I have to hold on to that particular reason or object of my meditation. И я должен удерживать эту причину или этот объект моей медитации. Therefore, I have to be constantly mindful to make sure that my mind does not
wander off to different unassociated objects or unassociated mental states. Я должен постоянно сохранять это памятование или не терять осознанности, осознание того объекта, на котором я сосредотачиваюсь, и удерживать свой ум от блуждания, от переключения на какие бы то ни было другие объекты. So when the term is used, you should be mindful, and when somebody says you should be thoughtful, we have to understand that these are two complete different И если вам говорят «будь осознанным» или «сохраняй памятование» или «thoughtful», like think, right? to remember. To remember. Be thoughtful. So you think Русских слова нету, да? it's a little bit difficult because mindfulness sometimes translated as памятование, it's exactly the remembrance, but sometimes as осознанность. Yes. Okay. So Okay. Я понял. It's a little Okay. bit. So mindful meaning be aware. Я бы перевел термин mindfulness, да, как сохранение осознанности. Thoughtfulness meaning don't forget. С другой стороны, есть также термин вот как раз памятование, да, незабывчивость, чего бы то ни было. So here we are talking about being mindful, meaning that be remembering or ensuring that your mind doesn't wander off. So here the most important thing is not remembering, but not let the mind wander off, right? Not letting the mind В данном wander случае, off. конкретно в этом списке важность имеет не удержание в памяти объекта медитации, но удержание ума от блуждания, то есть не позволить уму блуждать, а переключаться на другие объекты. So being alert, being alert. Здесь от нас требуется быть бдительным. In a sense that being alert or ensuring that your mind does not wander off. Не давать уму отвлекаться. So therefore, it is one of the determining. Because you're determining not to be mindful. You're determining not to ensure your mind doesn't wander off. Поэтому здесь речь идет об определяющих факторах, потому что здесь мы с вами сохраняем решимость не дать уму отвлечься, решимость сделать так, чтобы ум пребывал в этом состоянии осознавания. Next one is what we call concentration. Следующее, вот с этим термином все просто, сосредоточение. Now, concentration, okay, in the Buddhist explanation, concentration has many different explanations. Конечно, в буддизме сосредоточение описывается и объясняется по-разному. Meaning that it would be one word and it would be having many different reasons Это может or быть explanations. один и тот же термин, одно и то же слово, но объяснения будут самые разные. Here it would be more on the mental fixation. Здесь имеется в виду прежде всего однонаправленное сосредоточение. We fix our mind on something. Мы сосредотачиваем свой ум на чем-то. When we are meditating, we are fixating our mind. Когда мы медитируем, мы сосредотачиваем свой ум. And also we're holding on to that particular topic or subject. И стараемся удержать предмет нашей медитации или тему нашей медитации. And the last one, of course, is wisdom. И последнее – это мудрость. Because what does wisdom means? Потому Wisdom что means что, по сути, обозначает мудрость? from knowledge and experience we gain wisdom. У нас есть знания, есть опыт, и это в совокупности дает нам мудрость. And therefore, and through that wisdom, we have a determining state of the mind. И эта мудрость помогает нам обрести решимость. So these are what we call the 5 determining factors. Вот эти 5 так называемых определяющих факторов. Determined to do things. Это факторы, которые подвигают нас к тому, чтобы что-то делать. Determined to come to today's talk. Например, подвигают нас к тому, чтобы прийти на сегодняшнюю беседу. Okay, short exercise. Huh? Давайте короткое такое упражнение. You came to today's talk. Вы сегодня пришли на эту беседу. What was the determining factor to come to today's talk? Что были за определяющие факторы, которые послужили тому, чтобы вы пришли сегодня на эту беседу? If you say it's all 5 factors,
Если вы скажете, все 5 факторов сыграли свою роль, I'm sorry, I won't believe it. простите меня, но я вам не поверю. Maybe that's a possible, Ну, конечно, может быть такое и возможно, but maybe there's one factor. но может быть сыграл свою роль только какой-то один из этих 5 факторов. Maybe there's 2 factors. Может быть 2, Maybe there's 3 factors. может быть 3. 4 struggling. 4, ну, не знаю. All 5. 5. So which one was it? Belief. How many? Raise your hand. Скажите, вот оценка или вера, кого привели сюда сегодня? С некая какая-то положительная оценка или вера в то, что это может быть вам полезно, да, в Okay, таком 1, плане? 3, 4. Кто пришел 5, 6, ведомый okay. так, Okay. этим фактором? Okay. So if it is belief, right? Если это вера, оценка привели So вас сюда. which I believe it was a positive intention, right? I'm sorry. Yes, positive intention. That's how As well. that's how I described it, right? No, the positive intention is the first one, right? Yes. Or not? Yes. Aspiration. Aspiration. Aspiration is the positive, the very first one. Aspiration. So belief and aspiration. So the right? very first one is aspiration. Первое у нас устремление, да, как бы некое позитивное намерение. Sorry, I meant to ask the very first one. I asked. Нужно было мне вас с первого фактора спрашивать, а я начала со второго. How many came out of Скажите, aspiration? кого из вас привело сюда устремление? Okay, quite a number of people. Довольно много людей. You aspired for what? И к чему же вы устремлялись? Knowledge, to knowledge. How many aspire to see Shaджin-лама? А кто из вас устремлялся увидеться с Шаджин-ламой? Были такие? Так мало. So that's a good thing. I mean, not the Shaджin-lama part, but it's good that you came for to gain knowledge. Оставим в стороне эту тему с Шаджин-ламой. Хорошо, что вы стремились получить знания. So that's why I call it positive intention. Поэтому я бы назвал это позитивным, положительным устремлением. And positive is how to say a determining factor because you're determining to learn more. И это положительное устремление, оно оказывается определяющим фактором. Вы здесь полны решимости узнать больше. Okay, so that's a good thing. Number two. Now number 2, belief. Теперь второе, да, вот то, что мы уже we already talked, yeah? Yes. Вера, оценка. How many of you came in belief? Еще раз, кто из вас пришел, потому что верил, что это, скажем, полезно, да? Кого привела вера? Or if I say belief, firm conviction. Или, как я объяснял, вера как сильная такая твердая уверенность. Because the word belief is a little bit feeble and firm conviction is a bit strong. Yes. So they say more like belief, not Belief. firm conviction. That's why. This is exactly why I separating the meaning. Belief meaning that you're not coming out of mere belief, but you're fully confirmed, fully convinced. Почему мне здесь больше нравится твердая уверенность, потому что вот как раз вот вера, да, это что-то такое не очень твердое, да, а здесь вы можете прийти сюда, если вы пришли, руководствуясь сильным твердым намерением, то это лучше. So you see, this is exactly the example that I'm giving here. Это вот как раз хорошее подтверждение того, when о чем я I'm говорю. asking the question, how many of you came in belief, there was more people that raised their hands Когда я спросила rather than firm conviction. Кого из вас привела сюда вера, то гораздо больше рук поднялось. Когда я немножко переиначила вопрос и спросила, кто пришел сюда ведомый твердой уверенностью или твердым убеждением, уже рук стало меньше. So that is a clear sign that something is missing. Это ясный знак для меня тому, что чего-то недостает. And that's why we call it mere faith or mere belief. Поэтому мы называем это всего лишь вера. Right? So, for example, everybody says, I take refuge in the Buddha, Dharma and Sangha. Например, все мы говорим, я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Now, is that faith? Что это? Вера? Belief? Вера? Or is it firm convict? Или это уже твердое убеждение?
And if you are firmly convicted, Если у вас есть эта твердая вера, твердое убеждение, then the belief comes. First, we have to be fully convinced. то твердое убеждение, оно и влечет за собой настоящую веру. Сначала нам нужно прийти к твердой уверенности. Пример, да? Если я говорю, что моя еда, которую я готовлю, да, это самый вкусный. Как ты можно верить? Правильно? Как ты можно верить? Но 100% я верю, на что некоторые будут верить, на что, потому что они видели, как Шаджин-лама готовит. А некоторые будут говорить: о, я слышал, что Шаджин-лама вкусно готовит. Я слышу, что Шаджин-лама очень острые пищи готовит. But are you fully convinced? Ну, может быть, вы все это слышали, но убеждены ли вы, есть ли у вас такая твердая убежденность? You believe in it. Вы можете в это верить, because you might admire, потому что, возможно, вы чувствуете восхищение, or you might be a close friend of mine, или, может быть, вы мой близкий друг, or you might have visited my home a few times. или, может быть, несколько раз бывали у меня в гостях. But what is the way to convince? Но как же все-таки мы приходим к твердой убежденности? The only way to convince yourself is by trying. Прийти к твердой убежденности мы можем только, если сами предпримем соответствующие попытки. And once you try, Когда вы попытались, then you believe what is being said. тогда вы начинаете верить в то, что вам говорят. And only after that you can make that judgment. Лишь после этого вы можете выносить суждение. So therefore, that determining factor, right? Мы говорим с вами об определяющих факторах. What are we determining for? Что же именно они определяют? We are determining to be good human beings. We are determining to be more compassionate. We are determining to be warm-hearted individuals, and so on. Мы хотим быть хорошим человеком, мы хотим быть более сострадательным и так далее и тому подобное. So, in order to do that, но чтобы этого достичь, we have to feel it ourselves. Нужно сначала прочувствовать это на уровне сердца. And once we feel it, we are truly convicted. И когда это чувство у нас родилось, мы становимся полностью убежденными. Once we are truly convinced, когда мы полностью убеждены, then we believe in it. Тогда рождается и вера. So this is the belief that we're talking about, not just mere belief. Вот о такой вере мы здесь говорим, а не просто о вере. Not just belief just for the sake of it. Мы не верим просто потому, что верим. Okay. Now, how many of you were being mindful today? Скажите, кто из вас сегодня сохранял осознанность? Вот речь идет о третьем факторе: осознанность или внимательность. Осознанность. Okay, very few. Мало что-то рук and that's okay. That is okay. Это ничего, это неплохо. But then again, но опять же, we have to ask ourselves the question. Следует задаваться вопросом. What is missing? Чего нам не хватает? Why our determination to be mindful was lacking? Почему мне не хватает решимости сохранить осознанность? Да, кто поднял руку? Скажите, кто из вас поднял? Еще раз. Okay, lady over there in the green. Yeah, lady over there in the green. Вот девушка в зеленом. Okay, so you're saying that you're. Вы, как бы поднимая руку, говорите, что вы сохраняете осознанность. What were you being mindful of? Что это за осознанность? Осознанность чего? Что именно вы осознаете? So I was mindful for a certain period of time, not for entire day, let's say, but for some period of time. Okay, so you что именно вы осознавали? Себя? Herself. Ну вот вы говорили, что вы сохранили осознанность, да? На чем вы были в этот момент сосредоточены? На своих чувствах, своих ощущениях, на чем именно? На происходящем? Да, на чувстве себя помолить. I was trying to be aware of myself in a particular moment of time. Okay. I experienced joy and I was aware of this joy. Okay, that's fine. Спасибо. Okay. Спасибо. We'll get to that later, maybe.
Еще к вам вернемся, хорошо? Okay. So, there's always that being mindful, being attentive, being thoughtful, and when we are, now the question is asked, when you're being mindful, is that momentary or is that continuous? Итак, все мы сохраняем осознанность, внимательность, памятование. Но вопрос в том, это какие-то кратковременные такие переживания или это длительный процесс? And of course, in most times it's very momentary. И, конечно, в большинстве случаев мы скажем на этот вопрос, что это краткие переживания. And most times that we are being mindful, в большинстве случаев, когда у нас есть эта осознанность, we are always self-centered. Мы сосредоточены на себе, на собственной персоне. We're always thinking about ourselves. Мы все время думаем о себе. We tend to forget outside. И мы склонны забывать others. То, что вне нас, по ту сторону нас. Мы склонны забывать о других. Other sentient beings. Мы склонны забывать о других живых существах. Now, so therefore, we must constantly cultivate that determining factor to be constantly mindful. Поэтому здесь нам очень важно развивать этот определяющий фактор, подвигая себя к тому, чтобы всегда находиться в состоянии осознавания. And prevent our mental state и не позволять from wandering to unnecessary things or unrelated things as well. Своему уму отвлекаться, уходить куда-то в сторону, к каким-то ненужным вещам, маловажным вещам. When we get to the end, I want you to really understand that all these 51 mental states Когда мы с вами доберемся до конца этого списка, я хочу, чтобы вы поняли, что will be like a very big spider web. Что этот 51 ментальный фактор на самом деле представляет собой своего рода огромную паучью сеть. That they are all interconnected. Все они между собой взаимосвязаны. Interrelated. Все они взаимозависимы. And sometimes the mental state could be stronger than the other one. Иногда особую силу набирают одни ментальные факторы, иногда другие. But nevertheless, they're all active at the same time. Но как бы то ни было, даже хотя какой-то один фактор может оказываться сильнее, все они также активны. And even in the state of meditation, и даже если мы находимся в состоянии медитации, they're all active. Все эти факторы действуют. It's a matter of how strongly active they are, Вопрос but лишь it's в том, all active. насколько сильно они проявляются, но они активны. Through training the mind, если мы тренируем свой ум, through the process of meditation, если мы занимаемся медитацией, we can abolish мы можем устранить these unnecessary or unwanted or negative mental states. Все эти негативные, ненужные ментальные состояния. And don't think this is not possible, because it is Пожалуйста, possible. не думайте, что это невозможно, потому что на самом деле это возможно. It's just a matter of giving it more time, Весь вопрос лишь в том, чтобы уделить этому побольше времени, more training and so on. побольше упражняться, тренироваться, вот к чему все это сводится. Concentrating, right? Сосредоточение. Mentally fixating. Это когда мы однонаправленно сосредотачиваемся на чем-то. So, how many of you mentally fixated your mind to be here today? Кому из вас понадобилось сосредоточение для того, чтобы прийти сюда? Кто из вас был сосредоточен на том, что вы будете присутствовать на этой лекции? How many? Кто? That's very few. Немного. Okay, again, ask yourself that question. Опять же, задайте себе этот вопрос. Why was I mentally fixated? Почему я был сосредоточен на этом? Maybe you were in doubt. Может быть, вы испытывали сомнения? Maybe you were lazy. Why you were not concentrated? Yes. Извините, почему вы не были сосредоточены? Может быть, вас мучили сомнения, может быть, Maybe you were uncertain. Вы чувствовали леность, может быть, вы были не уверены. Maybe because today is Sunday. Может, потому что сегодня воскресенье.
Maybe you were wondering how long the lecture will be. Может быть, вы беспокоились, а сколько продлится эта лекция? Maybe you were wondering, will it be finished on time before the football final today? А может быть, вы думали, закончится ли эта лекция до финального матча по футболу? Я вчера гадали уже. Я вчера сказал Июля, завтра на лекции мужчина мало будет. И она сказала, почему? Я сказала, завтра финал футбол. Потому что я думал, что сегодня лекции 2 часов начинает. И потом я узнал, что 5 часов начинает. И сразу я сказал, мужчина мало будет. А сегодня на самом деле так, поэтому я думаю, что много сегодня... Готовится к финалу. Yes. Mental fixation on the final. У них просто ментальная фиксация, сосредоточение совсем на другом, на финале. They said, oh, Shаджin-lama gives lectures 3-4 times a year or maybe more. Yeah? Наверное, мужчины там сидят и думают, Шаджин-лама читает лекцию 3-4 раза в год, а то и чаще. И финал это каждый... Раз в год. А? Раз в год? Раз. Не, раз в год. Раз 4 года. Раз 4 года, да, раз 4 года. So that was very important moment. Естественно, это очень важный момент. So anyway, okay, so we already went through that. Так, мы этот список с вами рассмотрели. And also at the same time, don't worry, we'll make it on time for the final. И, пожалуйста, не волнуйтесь, к финалу мы непременно уложимся. Yeah. Because to a certain extent, I have my mental fixation on the results as well. Потому что как-то до какой-то степени меня результаты этого матча тоже волнуют. То есть определенное сосредоточение на этом есть и в моем случае. So now let's go to the next slide. Теперь следующий слайд, пожалуйста. Which is the 6 delusions. 6 омрачений. Or 6 root defilements. 6 коренных омрачений или загрязнений. I like to call them conflicting. The 6 conflicting mental states. Мне нравится называть их 6 конфликтующих между собой ментальных состояний. Number 1 is desire. Первое это желание. We might call attachment. Или можно назвать привязанность. Now again, I've said this many times before. Я уже прежде неоднократно это говорил. This is something that we have to break it open and recognize positive and negative. Здесь опять же нужно все как бы раскрыть для себя, да, и понять, что положительное, что отрицательное. Now here we're talking about more of the negative Здесь side. мы прежде всего говорим о негативной стороне желания. I'm attached to Buddhism. Например, я привязан к буддизму. That's a good attachment. Это хорошая привязанность. I'm attached to learning. Я привязан к процессу получения знаний. I'm attached to gaining knowledge. И я привязан к учебе. I have the desire to achieve enlightenment. У меня есть желание достичь пробуждения. I have the desire to meditate. У меня есть желание медитировать. These are all positive. Все это положительные желания. Positive mental states. Положительные So ментальные therefore we have состояния. to differentiate. Now Поэтому here, здесь нужно проводить соответствующие различия. when I say when we're here in the conflicting mental state, Когда я говорю desire о or attachment, конфликтующих we're talking состояниях, about the negative parts. то, конечно, имеется в виду отрицательная сторона желания или привязанности. Or I saw maybe one translation И мне попадался еще один where перевод, it was described as possessiveness. Possessive. где это именовалось как желание присвоить себе что-то, Being possessive. когда мы присваиваем себе нечто. And I think I can kind of relate to that particular И мне нравится вот такой словесный оборот, that particular translation maybe. присвоение. Because on a human level, right? Если говорить о людях, When there's too much aggression or когда possessiveness, мы испытываем чрезмерную агрессию, когда мы считаем какие-то вещи своими, we automatically get turned off. We don't like it. We don't like it when the individual is too possessive. то когда мы видим Too much aggressive. таких людей, они нам не нравятся. Нам не нравится, когда люди такие собственники, да, и когда они чрезмерно агрессивны. Это нам не нравится. So
So that, I think, I don't know if that's the right term we should be using, but the generic term is the attachment or desire. Не знаю, правильно ли пользоваться этими терминами, но обычно здесь под первым фактором все-таки говорят о желании или привязанности. When we have too much negative desire, Когда у нас чрезмерное негативное желание, it's conflicting. То оно вступает в конфликт, It creates confliction создает конфликт в нас, in your mental state. конфликт наших ментальных состояний. Number 2 is hatred. Второе – это ненависть. Yes? When we have too much hatred, Когда у нас чрезмерная ненависть, then also that is also creates conflict. то это опять же путь к конфликту. Now, when I say it creates conflict, Когда я говорю о пути к конфликту, it doesn't necessarily mean it creates conflict with the others or a То- secondary or third party. совсем не обязательно речь идет о конфликте с второй или третьей стороной, то есть с кем-то, кто находится вне вас. It's a conflict within ourselves, Это прежде всего ваш внутренний конфликт, which also ignites который зажигает, other negative, разжигает negative things, другие or негативные negative вещи, emotions, негативные or эмоции negative mental или states. негативные ментальные But состояния. these are the 6, how to say, root. Но здесь мы говорим с вами о 6 коренных обращениях. 4 is 4, pride. I'm sorry, третье – гордыня. third. I think arrogance Гордыня или надменность, is probably the right term. может быть, надменность – хорошее слово. Гордыня. Being arrogant. Когда мы проявляем чрезмерную гордыню, высокомерие. So when you say an individual has too much pride, Когда мы говорим, это очень гордый человек. in a way, I don't know, maybe that's... Well, I kind of, setting myself as an example. I don't know if you do this or not. But when somebody tells me, oh, that person is very proud or has a lot of pride, first thing that comes to my mind is he's arrogant. Когда кто-то мне говорит, этот человек гордый, то первая картинка, которая возникает в моем уме, картинка человека высокомерного. That is always the image that I have. Это образ, который у меня рождается So обычно. it's not pride, it's arrogant, Тогда это не просто гордость, но это гордыня. So I don't know, I can't say for sure if there's a direct relationship, but my version would be more arrogant than pride. Я бы все-таки здесь писал не гордость, скажем, а гордыня или высокомерие. Fourth one Не знаю, is напрямую это связано или нет, но я бы выбрал слово гордыня или высокомерие. 4. ignorance. Неведение. And my interpretation would be unawareness. И моя интерпретация была бы здесь отсутствие осознанности, осознавания, знания. Or maybe it could be like ignorance as simply as that. Или просто можем поставить простое это слово неведение. But when you have pride, Но когда у вас есть гордыня, you are arrogant. и You are arrogant. вы высокомерны, Let's put it this way. Okay, I'm trying to formalize as we speak. When you have pride, you are arrogant. когда у вас есть такая гордыня, вы высокомерны. When you're arrogant, Когда вы высокомерны, then you're ignorant. вы невежественны. When you're ignorant, Если вы невежественны, you're unaware. то вам не достает осознавания, осознанности. Because you're ignorant, because you're unaware. Ведь вы невежественны, потому что вы не знаете это. Right? Because we have the lack of information, we have the lack of knowledge. У нас недостает Therefore, we are знаний, unaware. недостает информации, как следствие мы не осознаем, мы не осознаны. Fifth one is doubt. 5. Сомнение. It's already there. It's in front of you. It's proven. But you still have doubt. Когда нечто уже перед вами, у вас буквально перед носом, вам уже все доказали, но у вас сомнения не уходят. In the end, we always have to come to some kind of conclusion. В конечном итоге все мы должны прийти к какому-то выводу. So this is what they're talking about. Having doubt is good.
Само по себе сомнение — это хорошо, We must be cautious. потому что нужно быть аккуратным, осторожным. We have to analyze and investigate. Нужно анализировать, нужно исследовать. But at the same time, while we're going through that investigation and analyzing, we always come to a certain conclusion, Но когда мы анализируем, исследуем, мы должны прийти к какому-то выводу. which clarifies everything, right? И этот вывод должен нам все прояснить. So therefore, and once we are clarified, then we are no longer in doubt. И когда все это прояснено, то сомнений не остается. So therefore, if we are constantly in doubt, Если мы все время пребываем в сомнении, then that is also conflicting as well. то это тоже такая конфликтная эмоция, конфликтующая эмоция. Last one is wrong view. И последнее — неправильные взгляды, неправильные воззрения. And also having a wrong view all the time, constantly having the wrong view. Если мы постоянно чувствуем, у нас постоянно присутствуют неправильные взгляды, неправильные воззрения, Wrong view of Buddha himself. например, у нас неправильные представления о том, кто такой Будда, Wrong view of meditation. что такое медитация, Wrong view of the techniques of meditation. что представляют собой техники медитации, Wrong view of the teachings of Buddha. неправильное воззрение о учении Будды. And not only and wrong view of, since we are mostly here as Buddhists, if I may И say, поскольку мы здесь по большей части буддисты, wrong view of Jesus Christ. то у нас может быть неправильное воззрение на предмет Иисуса Христа Wrong view of other religious traditions. или неправильные представления о других религиозных традициях. So these are conflicting. И это все конфликтующие эмоции. If I don't recognize И other religious если я traditions, не понимаю ценность других религиозных традиций, that itself is a conflict. то это путь к конфликту. That itself is trouble for our future. То это то, что создает проблемы для моего собственного That будущего. automatically is trouble for the very existence of our humanity. Это создает проблемы для самого существования человечества. Therefore, we may have to have a positive view Итак, нам необходимо позитивное воззрение, towards the reality of the situation in this world. позитивный взгляд на реальность, на ситуацию в мире. And therefore, in this planet, На этой планете there's many religious traditions, присутствует множество many религиозных ethnic традиций, backgrounds. много народов с разными этническими корнями. That's a fact. Это факт, And therefore, we must accept the fact поэтому of it. нам нужно признавать этот So факт. therefore, these are what we call the Это то, six что я называю How to say, коренными root обращениями conflictings. или 6 коренными конфликтующими состояниями. Okay, now, my next question. Мой следующий вопрос к вам. How many of you have hatred? Кто из вас испытывает ненависть? Right now, No, you I mean? mean, option. Но не прямо сейчас, но. Когда-то, да? Когда бы Да. то ни было. Когда бы то ни было. All right. So, the lady in glasses. Вот к вам вопрос. What do you hate? А что вызывает у вас ненависть? Or who do you hate? Или кто? Когда люди делают не то, что я хочу. When people don't do what I like them to do. Okay, what is it that you want them to do? А что, например, вы бы от них ждали, чего они не делают? Когда они не согласны с тем, что я говорю. They might not be, they might not agree to what I'm saying. But why is it so important they agree to what you А почему для вас так важно, чтобы они непременно согласились с тем, что вы говорите? Наверное, из высокомерия. Maybe because of my arrogance. I would like Okay. them to agree. So you acknowledge it. То есть признаете этот факт, да? Okay? So therefore, you see how the connection is going up, Видите, вот возникла уже эта связка. right? Because you're arrogant. У вас есть высокомерие, And therefore, you see other people as ignorant. и поэтому вам кажется, что другие люди невежественны. And therefore, you are unaware
of the positive qualities he may И в этот possess. момент вы не способны распознать, осознать те положительные качества, которые, возможно, есть у этих людей. So this is what I'm talking about, the connection of that. Это как раз вот те связки, о которых я говорю. Okay, so who else? Who else has hatred? Кто еще сказал, что у него есть ненависть? Okay, lady in pink over there. Lady in pink. Девушка в All the розовом. way in the back. Yeah. Мне нужно рассказать, когда я ненавижу. Ну, какой-то случай. Ну, в принципе, похоже. Я ненавижу, когда мешают моим планам. Очень сильно расстраивают мои планы. Тогда я испытываю When I очень have сильную certain ненависть. plans and somebody comes and distracts my Okay. my plans, All right. then I feel hatred. Why? Но почему все же в этот момент вы чувствуете ненависть? Наверное, потому что мне сложно согласиться, что не будет так, как я хочу. Вот. Я не получу того, что я хочу. It's hard for me to agree that I'm not going to get what I want to get. That's attachment, right? That would be attachment, yes, of course. В данном случае это налицо проявление привязанности, да, вот, к предполагаемым результатам, например, да? But your attachment is towards yourself. Или привязанность к собственной персоне. Сложно переключиться, да. Есть уже какое-то видение результата, и очень сложно согласиться с тем, что может быть по-другому. When I see a particular result, sometimes it's difficult for me to agree that other result is also possible. Right. So when we become self-centered, Но right? все равно в этот момент мы становимся эгоцентричными. Yeah. Okay. All right. Next one. Кто еще? How many have pride? А у кого из вас есть гордыня? Okay. The front lady in black. О, где-то Second one. впереди Да. девушка в Женщина черный, черной. да, вот. Да. Okay. What are you proud about? А что вызывает What у is- вас гордость или Or maybe гордыню? no. The question is no. Нет, подождите, по-другому вопрос поставлю. What is it that makes you feel pride? Why pride? Negative pride Yes. or positive? Or Negative what pride. is her definition? Римче, I'm asking because in Russian two different words. Okay. Positive or negative pride. That's the Russian way. Гордыню, и что вызывает у вас гордыню? Да, на каком хотите, да. Sometimes I feel insecure. That makes me act like I'm better than others because it's kind of a defense mechanism for me. I might be not feeling proud of anything, but I feel rather arrogant, and that makes me feel more secure, probably. Девушка говорит, что иногда из-за чувства незащищенности ты начинаешь испытывать, не то что испытывать, но вести себя горделиво. Не то чтобы ты чем-то особо гордился, но просто это для тебя определенный защитный механизм. Ты начинаешь вести себя высокомерно и таким образом оказываешься в безопасности. And that in your case, I wouldn't define it as pride. В вашем случае я бы не стал называть это, скажем, гордыней. I would define it more as belief. Я бы назвала это вот тем, что мы называли верой и оценкой. Да? One of your determining factors. Это один из определяющих факторов. Because you have this very strong belief Потому что у вас есть очень сильная вера, and you're fully convinced и вы полностью убеждены, that you're, how to say, you're better, you can do more, or в you том, can что do вы better. лучше, что вы можете показать себя как бы в лучшем виде, да? If I was to label it out of the 51 mental factors Если or бы я mental вот выбирал states, какой-то 51 из 51 фактора какой-то один, is it fully pride? I think that's для questionable. того, чтобы описать ваше состояние, то гордыня ли это в чистом виде, это вопрос. But it is definitely a determining factor, Мне кажется, это один из определяющих факторов. and it is definitely belief. И, на мой взгляд, вне сомнения, речь идет об оценке вере, да? But then again, now the question comes, okay, you can do better for yourself, or you can Дальше do better вопрос. for others. Вы That's можете- the question that you need to ask yourself.
Вот, да, вы можете продемонстрировать какие-то лучшие результаты, да, преуспеть в чем-то, но ради кого? Ради себя или же ради других? Now, Вот этот вопрос, который вам нужно себе задавать. if you feel that you can do better for yourself, Если вы думаете, что я могу преуспеть, но ради себя, then there's a very strong, long jump from the determining factor to the defilement factor. то тогда совершается колоссальный прыжок от определяющих факторов вот сюда, в раздел омрачения. And it becomes simply that you're arrogant. И тогда оказывается, что мы имеем дело с простой гордыней или надменностью. Or you can say that you're ignorant. Можно сказать даже, что в этом случае вы невежественны. So there's a connection there. Так что связь тут есть. It just needs to be filtered out. Нужно просто все отфильтровать. Okay, how many of you are ignorant? Поедем дальше. Кто из вас невежественен? This gentleman here. Why are you so ignorant? Почему вы считаете себя таким невежественным? No. Не себе читать. Why are you so ignorant? Нет, неправильно. Почему вы такой невежественный? Ну, потому что я что-то пытаюсь учить, но оно потом забывается, и чтобы понять какие-то вопросы, требуется очень много времени. А некоторые вопросы ты просто даже пытаешься их разобраться, и никакого понимания не Because it появляется. takes too much time to understand certain issues, and some questions are almost impossible to understand. I think your mental state is a different category. Мне кажется, ваше ментальное состояние попадает под другую категорию. We'll get to it in a bit. И мы очень скоро к этой категории доберемся. Who else is ignorant? Кто еще тут у нас невежественный? No, nobody's ignorant. Ну Huh? как это? Было много рук. Okay. How many are doubtful? А кого мучают сомнения? No? All right, let's do this gentleman right here. What are you doubtful about? А что вызывает у вас сомнения? В первую очередь вызывает сомнение действительно то состояние, в котором я нахожусь ли я или на нем, и действительно и действия, которые я произвожу, действительно ли исходят из того, что я воспринимаю мир именно таким, какой он есть. I have doubts how to translate this. So Очень сомневаюсь, first of all, a gentleman is saying, I feel doubt as far as my own mental state is concerned, whether I understand my mental state in the right way or not. And then when I do certain moves or actions, с действиями что? Из того ли они... Правильно ли у меня картина мира, да? So when I do certain actions, do I rely upon a valid worldview, let's say? Is my worldview is really correct, and I'm acting upon it? Is it? It's a positive doubt, it feels. Yes, that's exactly what I'm getting at too. That's a positive doubt. Наверное, это ваши сомнения, они позитивные, положительные сомнения. That's what we call the investigative mind, Это то, что мы называем исследующим умом, and which leads to the analytical mind. который ведет к аналитическому уму. And I think we'll get to that a И little мы bit с вами later as well. опять же доберемся к этому очень Okay. скоро. All right, so let's move on a little bit. I Ладно, know, давайте немножечко пойдем дальше. Сегодня матч, когда начинает? Во сколько там матч? 10? 10? Ну, времени есть. Так, okay, so the next is the 20. Следующий у нас двадцатка в нашем списке. What they call the 20 secondary afflictions. 20 вторичных омрачений. I don't know if I would label it as secondary, Я не знаю, стал бы ли я называть их but I вторичными. would definitely say these are 20 delusions Но я бы просто сказала, что это 20 That- омрачений вне всякого сомнения, that arises in dependence которые возникают upon the six
с опорой на те Root 6 defilements. коренных загрязнений. So let's take a look into the 6 ones first. Давайте The 6 root defilements, yes. посмотрим еще раз на 6 коренных So загрязнений. everybody has this paper, right? No, Rinpoche, they have another No? list, unfortunately. Okay, all right. У So нас тут немножечко тот список, который вам раздали, этот, они разнятся, поэтому вот hopefully смотрите you на have экран. this пока. written down Ну, я бы хотела, чтобы вы это записали, или мы можем, может, как-то прислать because вам the потом. next 20 is a connection of this. Потому что следующие 20 вторичных омрачений, они будут связаны с 6 коренными. Но 6 коренных, по-моему, одинаковы в вашем списке и в нашем. Okay, so the next 21. Почти похоже. Так, 20. Yeah. Yes. So I try to fit all 20 in one page so we Я can all kind попробовал of... всю эту двадцатку уместить на одной страничке, чтобы вам было проще это Number удерживать в голове. Number 1 is anger, Первое — гнев. meaning to get angry. Ну, это означает там гневливость, да, то, что мы гневаемся. There's always that click Всегда такое, ну, как будто бы что-то щелкает в нас that creates that anger. и вызывает нас гнев. Or either that or we are the cause of creating that anger towards others. Либо так происходит, либо мы становимся причиной для того, чтобы другие почувствовали гнев. Sometimes we intentionally make people angry. Иногда мы намеренно злим людей, Or sometimes we get angry because of a situation. а в других случаях мы и сами испытываем гнев из-за того, что обстоятельства складываются определенным образом. In either way, Как бы то ни было, this anger is to get or to make anger, to create anger. That mental state. возникает этот гнев, да, то есть возникает такое ментальное состояние, в котором испытывается гнев. Number 2, Второй. I would say resentment. Обида или озлобленность. Rather than malice, right? Malice in English, I don't know. I would say more resentment. Ну, наверное, обида. Затаённая такая. Third one is we're concealing. Третье, мы что-то скрываем. We're always concealing something. Постоянно что-то скрываем. Number 4 is outrage. Четвертое — ярость, да, такая выливающаяся наружу. And I think outrage probably can have a positive and negative as well. Ну и такая ярость, она может быть положительной и отрицательной. But even in the positive field, on the positive side, I think it has some roots of negativity as well. Но даже если мы говорим о такой позитивной ярости, ну какой-то праведный гнев, там иногда мы говорим на русском языке, да, то все равно вот даже в этой праведной такой ярости все равно есть какой-то элемент негативности. And again, I like to speak from experience, И я right? хочу здесь вам сказать это, исходя из опыта. For example, I was watching the news today very briefly. Например, сегодня я кратко смотрел новости. I love watching international news. Мне очень нравится смотреть международные новости. But the last year or so, I decreased watching news. Но в прошлом году или около того я сократил количество новостей, которые я просматриваю. Because there's nothing good about it. Потому что там нет ничего хорошего. Everything is very sad news. Все очень грустное, новости грустные. Every news is creating some kind of a mental disturbance. Каждая новость, она приводит ум в встревоженное, обеспокоенное состояние. So last few days, maybe you have read or heard. Вот на протяжении последних нескольких дней, может быть, вы читали об этом или There was слышали. a quite number of shootings in America. В Америке было много стрельбы. Police officers shooting some, citizens. Полицейский убил чернокожего Да, человека. слышали, Да? Слышали об этом, да? Yeah. So when I heard this, it Когда я was узнал об этом, first day, the following days another shooting, then the third day another shooting. первый день стрельба, второй день еще стрельба, третий день еще стрельба. Today there was another one. Сегодня еще случай. And there was this outrage within me. Во мне такая ярость, да, такой как бы праведный гнев, что ли, да, возник. There was this outrage. What is this world coming to? Я чувствую, куда катится наш мир? What is wrong with society? Что не так с нашим What is wrong обществом? with people? Что не так с нашими людьми? So then I went back to doing my homework for today's И talk. вот
я возвращаюсь к своей домашней работе, начинаю продолжать готовиться к этой лекции. Then I came across outrage. И вот я вижу это слово «ярость». And I asked myself, И я спрашиваю себя. yeah, I recognized that I was outraged. Да, я признаю тот факт, что я испытываю ярость. But why was I outraged? Но почему во мне родилась эта ярость? Was I outraged at the police? На кого я вообще так сильно рассердился? На полицию? Was I outraged at the victims? Или на жертв? You know, the question arises. Вот вопросы возникают, кто вызывает во мне ярость, что и кто вызывает во мне So ярость. I haven't come to any conclusion Я yet не пришел ни к какому конкретному because выводу, there's still a lot of investigation that is, you know, потому что that needs to be нужно taken place. очень много исследовать, прежде чем дать какой-то But ответ. I do recognize that I was outraged. Но я признал тот факт, что я So испытываю whether that's ярость. a positive or not, I still need to. Положительная I она need to или find. отрицательная, это еще нужно выяснять. Number 5, jealous. 5. Ревность, зависть. That's very self-explanatory. Но это термин, который говорит сам за себя. Number 7. I'm sorry. 6. Right? Number 6. 6. Yeah, which is measureless. Скупость, жадность. Yeah. And we'll just go through these lists. Давайте Number пройдем 7. этот список. Deceit, 7. Обман. or being deceptive. Или когда мы кого-то пытаемся обмануть, провести. Dishonesty, 8. Нечестность. haughtiness, Надменность. harmful intent, Вредоносное намерение. non-embarrassment, Бесстыдство. non-considerate, Отсутствие смущения. lack of faith, Неверие. lack of laziness, non-conscientious, Лень. forgetfulness, Бессовестность. Забывчивость. non-introspection, Отсутствие самонаблюдения. dullness, Притупленность. agitation, Возбужденность. mental wandering. Рассеянность. Блуждание ума. Okay, now my next question is, И вот мой следующий вопрос. how many of you are concealing? Number 3, concealment. 3. Скрытность. Кто из вас скрытен? У кого из вас есть это качество скрытности? The ones who raised their hands, Те right, из вас, кто подняли руки сейчас, are not concealing anything. ничего не скрывают. На самом The деле. ones who didn't, Те из вас, кто не поднял руки, the ones who did not raise their hands, кто не поднял руки, they are definitely concealing. вне всякого сомнения что-то скрывают. So, I'm not being critical, Я не критикую тут никого, but I'm being more realistic. но просто пытаюсь быть реалистом. At this momentarily, when I ask that question, you may not realize or you may not remember. В этот момент, когда я вам этот вопрос задал, может быть, вы не отдали себе отчет в том, что вы что-то скрываете, а может быть, вы этого случая не помните. One time or another, Но когда-то, в тот момент или в другой момент, we definitely concealed something. вне всякого сомнения, что-то мы скрывали. So, find it. Попробуйте это обнаружить. The next time I ask that В question, следующий раз, когда я вам задам этот вопрос, raise your hands. пожалуйста, уж поднимайте руки честно. Don't conceal it. Ничего не скрывайте. How many of you are jealous? Кто из вас испытывает зависть, ревность? Let's ask the question to Ernye Shamakov, yes? Да вот хочу вопрос Эрни Шамакову задать. Микрофон, да, есть, да? Есть микрофон. Дайте, пожалуйста, Эрни. What are you jealous about? Or who are you jealous of? Скажите, кому вы завидуете или ревнуете? Even names, Римчи? Don't need names. But... Не, имена не обязательно, но можно обтекаемо. Я вчера шел по Большой Никитской, и мимо проехал парень молодой на Феррари. А там трафик был очень плотный, и он ехал медленно, а он специально тормозил, чтобы у него впереди пространство было. И когда у него появлялось свободное пространство, он так резко стартовал
И когда я слышал этот мотор, я думал, вот какая хорошая машина. That was your jealousy. Это была ваша зависть? Ревность? Но я подумал, что я бы тоже хотел на такой машине кататься. Okay, so my debate. У меня тут аргумент, да? Контраргумент. Yeah. If you were jealous of that car, of that fancy car, Если бы у вас была ревность, зависть, да, касательно этой красивой машины, then that means then you possess number 6. то это означает, что у вас... Why? Это значит, что у вас есть фактор номер 6 – скупость. Я бы не сказал, что я скупой. Well, if you were not miserless, then you would go out and buy the same car today. Ведь если бы вы не были скупы, вы бы уже купили такую же машину. Правильно, да? Я не люблю тратить деньги. Да? Окей. Ну вот. Вот поэтому вы номер 6. So if you don't like to spend, that means you have number 6. Если вы не любите тратить деньги попусту, то это значит, что вы немножко скуповаты. And which means, А это, в свою очередь, означает, then also you also possess number 7. что и 7 у вас тоже есть. Why? Because Почему? you may not be deceiving others, Возможно, вы никого не обманываете, but sometimes we can be deceiving ourselves. но иногда мы обманываем сами себя. That's a possibility. Это как вероятность. So let's think about that. Давайте об этом подумаем. Okay. So now next question. Следующий вопрос. Yeah. How many are dishonest? Кто из вас нечестен? Большинство все святой. Dishonest? How many dishonest? Так все-таки, кто из вас бывает нечестным? Okay, over here. Lady in the... Аня, да? Да. Okay. It's time for confession. Пришло время исповеди. What were you dishonest? What were you dishonest about? Рассказывайте, да, где вы проявляли нечестность. Потому что не нравится, но показать вид, что не нравится, нельзя. Ну как, ну это будет не очень хорошо. Невежливо. When something doesn't go right, for example, but if I manifest, I show that I don't like this particular event or how a person behaving, I won't be polite and But is that dishonest? So, but Вы считаете, что это нечестность? people call it politeness, but Anya says that might be dishonesty as well because you don't show your real reaction. Ну, в принципе, наверное, да, это нечестно. Наверное. То есть я же искренне этого не испытываю. Maybe that's anger? Может быть, это гнев? Ну да, мне тоже такое неприятие. Yeah, because it's unpleasant. Okay, so in that case, do you conceal it? Так, тогда вопрос, третий фактор у вас, наверное, есть. Да, вы ведь скрываете, да, свою настоящую реакцию. Okay. То есть скрытность тут есть. Особенно у меня есть 14 факторов. I have the 14th factor, 14th factor. very developed in myself. 14 factor. Oh, okay. Okay. So, I mean, she definitely sees that connection. Ну, я вижу, что вы видите, усматриваете эту связь между разными Right? факторами, Okay. Now, the dishonesty, the anger, Смотрите, нечестность, the гнев, concealment, скрытность, you know, these are all like kind of inside mental state interconnected, right? внутренние ментальные состояния, которые связаны между собой. So now let's go back to the 6 Давайте еще раз roots вернемся к defilements. 6 коренным омрачениям. Those feelings from the 20. Вот эти разные чувства, которые входят в состав двадцатки. Which one would you label it or associate it with?
You asking Аня? Yes. Я спрашиваю Аню, да, вот то, что вы сейчас перечислили, какие-то факторы, с чем они из 6 более всего связаны? Вот эти 6 коренных, видите, желание, ненависть, гордыня, неведение, сомнение, неправильное воззрение. Вот все ваши состояния, они под какую категорию, скорее всего? Связано с неведением, потому что есть это неведение и есть неправильное. She would label it associated with Ignorance, number 4. ignorance. На самом деле все входит, то есть я все No, I would label it. главное это неведение. I would label. How many agree with? Would it be Кто ignorance? вы согласны с Аниным выводом? Мы говорили о чем, да? О скрытности, нечестности, да? Куда это попадает, как вам кажется, из 6 коренных омрачений? Гордыня? Some says first, some says third. Okay, how many would you label it as hatred? Кто из вас назвал бы это ненавистью? Ну, как бы усмотрел бы здесь связь с ненавистью. No, I would label it as hatred. Concealment? Well, concealment was not the initial. It was dishonest. Dishonesty. Right. From dishonest came anger. From that came, outrage. Then through that, she may not show it, meaning that she's concealing it. So the initial question was dishonest. Ринпоче говорит, что вам не понравилось, скажем, действие или проявление каких-то людей, но вы решили это не показывать, но тем не менее то, что вы скрыли, это отрицательные чувства, может быть гнев, а может быть даже ярость, просто вы их не показали. Поэтому я здесь стрелочку веду к 4-му неведению. Okay, so let's move on. Давайте пойдем дальше. Haughtiness. Just a minute. Number 9. Yes, we haven't finished, right? Надменность, да. Как по-русски? Надменность. It's kind of an arrogance, right? It's close to arrogance. Yes. Заносчивость, надменность. Haughtiness, I came a translation today, which I liked. It was defined as being arrogantly superior. Высокомерие тогда. Вот Ринпоче говорит, что он нашел такой сегодня перевод, вот он лучше подойдет. Высокомерие. Ну, надменность, высокомерие — это синонимы в русском языке. Not just simple arrogant, but we are arrogantly superior. Не просто гордыня, но именно высокомерие, что я вот горжусь собой и смотрю на всех сверху вниз. How many feel that way? Кто из вас такое чувствует? Okay, let me ask the question differently. Позвольте мне по-другому поставить вопрос. How many of you have felt that way in the past? Кто из вас прежде так себя ощущал? Very little. Мало. My question arises, how well do you know yourself? Тогда у меня встречный вопрос к вам. Хорошо ли вы себя знаете? Ну, ко всем вам. I definitely had great haughtiness. У меня, вне всякого сомнения, была очень большая надменность. Some people say it's genetic. Некоторые говорят, что это в генетике. I don't think this has anything to do with Но мне кажется, genetic. это с генетикой. I truly believe Генетики не имеет никакого I truly отношения. believe that has to do with being arrogant. Я глубоко убежден, что это, в общем, And most of all имеет отношение к гордыне. most of all being ignorant. И что еще более верно, к неведению. And through that, being unaware. Из-за того, что у нас есть неведение, мы And не therefore, обладаем должной информацией, знаниями. My haughtiness was very superior. И So high. отсюда возникает это высокомерие, и оно достигает таких больших высот. I mean, we are changing as human beings. Конечно, будучи людьми, мы меняемся. And as we age, we change. We Мы become. взрослеем, с возрастом
Мы меняемся. Hopefully that with age we become more knowledgeable and Ну, experienced. конечно, хочется надеяться, что по мере того, как мы взрослеем и стареем, But, мы you know, становимся более not always it works that знающими и way. более опытными людьми, но это далеко не всегда происходит именно так. Harmful intent. Вредоносное намерение. How many of you have harmful У intent? кого из вас таковое имеется? Yes, okay. Ну, то есть оно возникает, когда, ну, вот, например, ситуация вот на Украине сейчас какая. Ну, вот у меня вот иной раз почитаешь новости и видишь, что ну, там, не знаю, и так далее, блюдотройских убивали, и все нормально. И оно само возникает. И вот так вот его замечаешь, и оно периодически там вот из-за новостей, из-за чего вещей появляется. So the intention to harm others arises. Возникает намерение причинить вред другим. Противникам, как бы, да, людям, другим людям, которые на другой стороне, да, противникам. No, I would say definitely it's not. I appreciate your openness. Я очень ценю вашу открытость. And it truly takes a lot of guts to openly say this in public. И я считаю, что нужно быть человеком не робкого десятка, чтобы вот так вот открыто говорить об этом на публике. Now, people are going to label and categorize you differently. Люди могут разные ярлыки вам приклеивать. But I would definitely label it as something positive. Но я бы все-таки то, что вы говорите, считал бы чем-то позитивным. And the reason is И not почему? because you have a harmful intention, Не потому, что у вас рождается вредоносное намерение, but because you have recognized но потому, что вы его видите и замечаете. that weakness Вы видите это как слабое or звено. that negative thought Вы видите это как негативный помысел, or that delusion or you как know. омрачение, So заблуждение. now the key thing is that we want to subdue that. Теперь ключевой фактор здесь в том, чтобы поставить это под контроль. And I truly hope and wish that you И will я definitely искренне work towards that. надеюсь и рассчитываю на то, что вы в этом направлении поработаете. Yeah. Okay, so harmful intention. Итак, это было вредоносное намерение. Non-embarrassment. Бесстыдство – следующий фактор. I mean, of course, you raise your hand, you're not embarrassed. Non-embarrassment. Отсутствие смущения. Okay, anybody feel not embarrassed? Так, есть такой фактор у кого-то? Ну, Аня, вы руку подняли сразу, ну, видно, что вы... Ну, я просто мой муж говорит, что у меня нет стыда. So this is her husband is saying so. Okay, But this is husband's that's a husband's view. Но это ведь точка зрения мужа. What do you feel? А вы что чувствуете? Вы с ним соглашаетесь? Да, я согласна. She agrees. You agree. Do you agree because you're fully convinced? Вы согласны, Or do you потому что agree? вы полностью убеждены? Or do you agree because you rely on him? Или потому что вы опираетесь на своего супруга? Ну, может быть, я не все вижу свои недостатки, а иногда подсказывает мне. I'm thinking maybe I don't see my own faults and mistakes and That's a maybe, Но опять же здесь может быть у вас прозвучало. but you're not fully convinced. Вы не полностью убеждены. Согласна, что я не вижу все свои недостатки. I agree, and I think I cannot see all my negative features, and he can show. So you make it sound like everything he says you believe. Получается, что бы он вам ни сказал, вы согласны? Нет. Okay. I hope not. Надеюсь, что вы не совсем согласны. Okay. Non-considerate. Отсутствие смущения. How many of you have been non-considerate once in our lifetime? Rinpoche, can you explain, because this could be translated Non-considerate, okay. when you don't
when you're not considerate of others' well-being. Здесь имеется в виду, знаете что, что вы не принимаете в расчет, ну, скажем, мнение или благополучие других. And it doesn't just apply to other human beings, but it also can apply to other sentient beings, living beings. И имеется в виду не только люди, но также и другие живые существа. Когда вы не принимаете в расчет их благополучие, то есть это, наверное, не отсутствие смущения, а как это правильно назвать? Ну, не принятие в расчет, да? Чувства и благополучия других. Ну, бывают случаи, когда с кем-то ругаешься, ну, допустим, близкие, а рядом родители. Иногда я этого не замечаю, что это родители, и при них не стоило бы ругаться. И здесь проявляется отсутствие смущения. Допустим, с сестрой не нужно поругаться. Okay, so through that non-consideration, right, there is something else that also arises within this 20. Но похоже, что помимо этого отсутствия смущения, в данном случае перевод подойдет, да, проявляется что-то еще из этой двадцатки. Вот что еще? Гнев. Okay, Anger. anger. Еще? Минимум 5 должна быть. Бесстыдство. Maybe 11s. Maybe 19s and 17s. Okay. Maybe outrage as well. Yes. And concealment. And concealment. И скрытность тоже. Потому что до сегодня вы, скрыли, да? Только сегодня открывает, да, вот. Спасибо. So anyway, this is what I personally, how I practice, right? This is a very good tool. Я вот так сам практикую, да, и считаю это очень хорошим инструментом. Because one mental state Потому что одно ментальное состояние has a connection to all of these others. Имеет связи со всеми остальными ментальными состояниями. Within the 20, Среди этой двадцатки. and from the 20, there is one connection that kind of shoots out to the 6 defilements. А от этой двадцатки есть такая стрелочка, которая как раз выстреливает к одному из 6 коренных омрачений. And Да? once it shoots out to the 6th defilement, И когда эта стрелочка выстреливает в сторону 6 коренных омрачений, we recognize that, мы это распознаем, then we turn it over, hand it over to the determining factors, затем мы поднимаемся вверх до определяющих to факторов, subdue or to get rid of it. чтобы и этими определяющими факторами мы стараемся усмирить эти отрицательные чувства. So there's always Или избавиться от них. there's always that connection, Всегда есть interconnected. вот такая взаимосвязь. So it's just that you have to do the homework. Но это домашнее задание, которое каждому из вас придется выполнить. Okay, laziness, number 14. 14-е — лень. I'm lazy. Я ленив. Because of laziness, Из-за лени there's something that generates or aspires or comes along with laziness. что-то возникает еще, да, вместе с ленью. What is it? Что же это? Что сопровождает лень? Number 15. 15-е. Бессовестность. Тут переведено как бессовестность. Number 16. 16-е. Забывчивость. Number 18. 18-е. Притупленность. Number 17 as well. 17-е, да, вы сказали правильно, отсутствие самонаблюдения. Yeah, so there's always that connection there. Все время эта связь прослеживается. Okay. So anyway, so these are the 20 delusions that arises. Вот вам 20 омрачений, которые возникают. And here's the very important for us to understand is that И здесь нам очень важно понять, once we know what the 51 mental states are, как только мы с вами узнали, что это за 51 then ментальный we are фактор, able to, then we have to recognize после этого мы должны распознать, what you possess,
что есть у нас, which one is much stronger, что у нас проявлено сильнее, which one needs to be polished, что нужно отполировать, and how we can transform that и как мы можем это трансформировать and turn it into a determination. и превратить в решимость, да, или Now определяющие факторы. let's go to the next slide, Давайте пойдем к следующему слайду. which is called the 11 virtuous. И на следующем слайде представлены 11 добродетельных ментальных факторов. I like to call it the 11 constructive. Мне нравится Emotions. называть это 11 конструктивными или созидательными эмоциями. Again, it's faith, first one. Опять же, видим здесь веру на первом месте. Believing the fact to be the truth. Когда мы верим, что какой-то факт соответствует истине. I have faith in Buddha У меня есть вера в Будду, because I believe in the fact that he lived потому что 2,550 я years ago. верю в тот факт, что Будда жил 2550 лет тому назад. I have faith that he gave teachings Я верю в то, что он даровал учение, because I believe in the fact Потому that he что- gave these teachings. потому что я верю в то, что такие учения были действительно Because it is дарованы, scientifically proven поскольку это доказано, and the lineage of his Научно. teachings have continued today. и его линия преемственности продолжается до сего дня. So that belief in the fact to be truth is called faith. И вот такая вера в факты и называется верой, о которой идет речь здесь, в первом Number two звене. is sense of shame, Второе — чувство стыда. which means self-dignity. Это означает чувство собственного достоинства. Which is related to self-respect. Есть связь с самоуважением. If you have self-respect, Если у вас есть уважение к себе, you have self-dignity. то у вас есть и чувство собственного достоинства. And when you have dignity, И если у вас есть чувство собственного you достоинства, feel the sense of shame. то вы способны испытать стыд. That's what it means. Вот что здесь имеется в виду. The third one is sense of dread of blame, Третье называется здесь страх перед хулой, which can be simply translated by having a sense of honor. Здесь опять же есть честь, да, честь можно перевести как честь. You as an individual, Вы индивидуальная личность, because of your education, в силу того, что вы получили определенное it could be образование, because of your ethnic background, или, может быть, потому что у вас такие этнические корни, because of who you are and what you are as a human being, в силу того, что вы такой-то человек, определенный человек, to have a sense of honor. что вы из-за всего этого багажа испытываете, у вас есть честь, ощущение чести. Fourth one is called lack of desire. Четвертое называется отсутствие желания. Lack of desire meaning that, Отсутствие желания означает, you know, you're disgusted, you're bored. How things are. Вы испытываете отвращение, глядя на то, как мир устроен. Вам скучно смотреть на этот мир. When you're bored, you have a lack of desire, right? Когда вам скучно, у вас мало желания. Да, Так? правильно, да? Но иногда бывает, да, скучно, кушать не хочу готовы, да, в магазин не хочет ходить. It's called depression. Может быть, для вам это депрессия, но это для меня это я не называю депрессией. So it's a lack of desire to achieve. Отсутствие желания что-либо достигать. Yeah. Lack of hatred. Следующее — отсутствие ненависти. Or lack of hostility. Отсутствие злонамеренности, злобности. Lack of stupidity. Следующее — отсутствие неведения. And that is also can apply to lack of ignorance, lack of naiveness, Отсутствие наивности. and virtuous effort, Седьмое — радостное усердие. which is also one of the 6 paramitas, Это одна из 6 парамид совершенства. which is effort, being putting in effort. Радостное усердие, да, прикладывание усилий, постоянное прикладывание усилий. 8th one is called conscientious. 8 называется совестливость.
I like to call it a more caring attitude. Но мне больше нравится чувство заботы, да, какое-то такое отношение, исполненное заботы. Being attentive. Когда мы проявляем внимание. Being mindful. Когда being aware. Когда мы осознаем, когда мы памятуем. And through that there comes that caring attitude. Отсюда рождается эта забота о других, and which can lead to compassion, love, kindness, которая в свою очередь может вести к состраданию, доброте и так далее. At the same time, we have to be suppleness. Но при этом нам необходима гибкость. Which means flexible. То есть нам нужно быть гибкими, да, такими не жесткими. Our mind must be open. Наш ум, он должен быть достаточно открытым. Meaning that we must be open to listen. Мы должны быть открытыми для того, чтобы иметь возможность слушать, слышать, Listen to advice. Прислушиваться к совету других людей, Listen to the elders. Прислушиваться к тому, что говорят старшие. Okay, let me ask this question. Позвольте, я задам вам вот такой вопрос. When somebody says, "Oh, you must listen to elders," Когда вы слышите, как вам говорят, надо прислушаться к старшим, how do you interpret that? как вы это для себя интерпретируете? Anybody want to answer that? Кто-нибудь готов ответить? Ну, как недоверие. Недоверие? Вы чувствуете недоверие к старшим в этот момент? Я чувствую недоверие старших к себе. Недоверие старших к себе. Выбору своих действий. So, when they say you should listen to elders, I feel that the elders don't trust me when they give such an advice. They don't trust my choices, my opinion. Okay, that's how you interpret. Yeah. Yeah? Это Okay. ваша интерпретация, да? Okay. Any others? Yes, Кто-нибудь? over here. Lady in orange. Вот вы, пожалуйста. Я вижу в этом побуждение ориентироваться на старших, которые достигли каких-то высот, как в такой жизни повседневной, бытовой, так и в духовной. То есть при этом я не вижу, что нужно, скажем так, ориентироваться на всех старших, потому что если человек старше тебя, то это далеко не значит, что он всегда хорош, скажем так. Okay, that's your interpretation. Это ваша интерпретация. Спасибо. Okay. Yeah, one more. Еще One кто-нибудь, more. еще один. Джангар. Больше обсуждали, больше видели, и они могут посоветовать или сказать что-то такое, что не только вот в одном направлении мы видим, но то, что они уже прошли и на чем-то, скажем так, где-то у них не получилось, то есть как бы мы можем собрать для себя информацию, не однонаправленную, как мы видим, но и что было как-то иначе. Это вот такое упражнение. Спасибо. So we can expand. Да, вы так долго объяснили. Я думаю, что старики вам надо слушать, да? I'll tell you, when I was growing up, yes, Когда я рос, listen to elders, yeah, и когда говорилось «слушай старших», constantly that was advised. этот совет, он постоянно звучал. And not only advice, it was also instructed. И это был не просто совет, это было такое наставление, инструкция. I saw that as torture. Для меня это звучало как пытка. Yeah, growing up. Когда я рос, Again. опять одно и то же. Again, he's going to repeat it all over. Сейчас опять скажут «слушай старших». I already listened to it 20 times. Я уже 20 раз это слышала, сколько можно. And many times it was repeated again and again. Но это продолжали повторять снова и снова. As I got older, И вот я стал старше. and as I got more flexible, if I may say it that И way, могу, наверное, сказать, что с возрастом я стал более гибким. I changed my attitude. Я поменял свое отношение. And because you listen to the teachings, Потому что ты ведь слушаешь учения, you analyze the teachings, анализируешь you учения, understand the teachings much better. стараешься лучше понять их. And these days, when somebody tells me that you should listen to И elders, сегодня, если кто-то говорит мне «слушай старших»,
the way that I interpret как я это интерпретирую сейчас, is listen to wisdom. прислушайся к мудрости. Listen to wisdom. Прислушайся к мудрости. Now, it may be the advice that's given to me. Может быть, тот совет, который мне сейчас дают, Sorry, the wisdom that's shared with me та мудрость, которой со мной делится, may or may not be relevant to me. может, конечно, оказаться для меня актуальной или не оказаться таковой. May or may not be relevant to what I do. Может иметь отношение к тому, чем я занимаюсь, или не May иметь. or may not be relevant to me personally. Может мне помочь, а может и не помочь. But there's definitely something that I can filter and Но grab and вне grasp. всякого сомнения в той мудрости, которую со мной делится, есть крупицы крупицы той мудрости, которую я могу ухватить и применить для себя. So my attitude is always Поэтому look for the treasure. сегодня я вот бы такой, наверное, дал совет: всегда ищи сокровища. In order to look for that, to find that А для treasure, того, чтобы найти сокровища, our mind has to be flexible, ум должен быть гибким, and we have to be open-minded. и мы должны быть открытыми. So this is what it means by being flexible or suppleness. Вот это означает следующий фактор, который носит название гибкость, номер 9. Equanimity Затем 10, is равность. a very important constructive Это очень factor. важный конструктивный фактор. Here's the example I would give. Я бы привел здесь вот такой пример. As many of you might have read His Holiness the Dalai-lama's books, Из вас наверняка прочитали уже не одну книгу Его Святейшества Далай-ламы, where he says that где он говорит, every human being, we are all human beings. что все мы люди, We all have the same pain and emotions. и у всех нас одинаковые эмоции, одинаковая боль. If I distance myself as Dalai Lama, I'm super special or something extraordinary. И если я буду, говорит Его Святейшество, считать себя Далай-ламой, подчеркивать, что я Далай-лама, что я особенный, ни на кого не похожий человек, then I am creating myself as a self-prisoner. то тем самым я сам себя заточу в темницу. If I reach down on a human level, А если я как бы спущусь на уровень того, что все мы люди, then I have more friends, тогда на этом уровне у меня гораздо больше support, друзей, очень больше тех, кто меня поддерживает, more care, там больше заботы and so on. и так далее. So I truly believe, and I truly believe that is true. Я искренне полагаю, что это верно. And if I treat everybody equally, Если я буду с равностью относиться ко всем, then definitely I will achieve more friends. вне всякого сомнения, я буду окружен в большей степени добрыми друзьями. For example, this morning a lady came to see me. Например, сегодня утром ко мне пришла одна женщина. Она здесь или нет? I don't see her. But anyway, Не вижу ее здесь в зале, но как бы то ни было. she had some problems У нее были проблемы, where she wanted to talk about it. и она хотела со мной об этом поговорить. And the first person that came to her mind was Shаджin-lama. И первый человек, о котором она подумала, Шаджин-лама. It took her a very long time to pick up the phone and say, Shaджin-lama, can I meet you? Довольно много времени прошло, прежде чем она со своими проблемами решилась ко мне обратиться, поднять трубку и позвонить мне. And even when I talked to her, she was still nervous. И даже когда мы разговаривали, она все еще нервничала. When she came to see me, she was still nervous. Когда она пришла повидаться со мной, она еще нервничала. Though I had already assured to her Хотя я на тот момент уже заверила ее, that it's okay, что все нормально. I'm here for you. Я помогу вам. I can make time for you on Я Sunday. постараюсь в воскресенье выделить время для вас. So when I met, Когда мы встретились, of course, I listened to her problems, я слушал, как она рассказывала мне о своих проблемах. gave some recommendations, Я отдал какие-то рекомендации, read some prayers, прочитал молитвы, and she left happy, и она ушла счастливая. and I was also happy. И я тоже был счастлив. Happy because I was able to help somebody. И я был счастлив, потому что был способен кому-то помочь.
And she was happy because, not because she met me, Она была счастлива не потому, что со мной повидалась, because in the end she realized потому что ведь в конце она поняла, I'm not so, how to say, страшно, as she thought. что я не такой страшный, как она думала. So therefore, just like the Dalai Lama, it says, Именно так, как говорит об этом Его Святейшество Далай-ламы. I mean, there's no comparison from me to Dalai Lama. Мне, конечно, я никак не могу равняться с Его But if I Святейшеством. say, oh, I'm Шаджин-лама, I have no Но time, тем не менее, что если бы я сказал, я Шаджин-лама, и у меня нет времени на такие мелочи, I don't deal with such issues, такими вопросами я не занимаюсь. your problems are not of my concern, and so on. Ваша проблема — это уже не моя сфера I деятельности. would definitely have less friends, Если бы я исходил из таких мыслей, у меня было бы меньше друзей, less admirers, меньше людей, которые мною восхищаются, less support, меньше поддержки, less contact, меньше контактов and so on. и так далее. So therefore, I think it's a very constructive Поэтому, мне кажется, это весьма созидательно. emotion Это созидательная эмоция, to have равностность, equanimity. придерживаться равностного отношения ко всем. And the last one is called not harming others. 11 носит название «непричинение вреда». Of course, when you look at, when you analyze this, not harming others, there's many benefits. Если вы поразмышляете о непричинении вреда, то увидите, что у этого фактора есть за ним стоит большая польза. And there's many constructive benefits for this as well. У нее огромная созидательная сила, много пользы. So I'm not going to ask any of you if you have these, because Я не буду задавать вам вопрос, есть ли у вас вот эти положительные созидательные факторы. I know everybody's going to say, I have faith. Потому что все скажут, вера у меня есть. Everybody's going to say, I have a sense of shame. Все скажут, чувство стыда у меня имеется. Lack of desire. Отсутствие желания. Lack of hatred. Отсутствие ненависти. We always label ourselves as perfect. Мы всегда склонны считать себя совершенством. So therefore, I will not ask that question, Поэтому because я не буду задавать вам такой вопрос. I'll just recognize and accept that we are all perfect. Я, пожалуй, просто признаю тот факт, что мы все совершенны. To a certain extent. До какой-то степени, конечно. Now, the very last one, И самые последние 4 фактора, which is called the four changeable они носят название 4 переменных mental фактора. factors. 4 переменных ментальных фактора. One is called sleep, Первый носит название сон. but I don't know if sleep is right word, but Я I не would знаю, say сон правильный ли термин или нет. drowsiness. Сонливость. I'm not sure what drowsiness is. Well, when you feel sleepy, you're about, Okay, then сонливость. Huh? Сонливость. So, sonlivist. Yes. Sonlivist. Сонливость. Yes. Something. Drowsiness. Yes. Because if I say change your sleep, I mean that's not possible. We as human beings, we have to sleep, right? We cannot. Потому что если мы скажем, надо избавляться от сна, то это невозможно. Мы люди, мы нуждаемся в сне. But we feel drowsiness. Но сонливость иногда у нас присутствует. We can change that Это можно поменять. by adjusting our schedule, adjusting our time, Как-то попробовать подрегулировать свой график, adjusting our routine. свою каждодневную рутину. So therefore that's changeable. Так что это переменный фактор. С сонливостью можно что-то делать. Regret. Сожаление. Here's one big mistake that we make. Есть одна большая ошибка, которую мы допускаем. We tend to live in our past. Мы склонны жить в прошлом. And we tend to live in such regret И мы склонны испытывать такие огромные сожаления, that prevents us to move forward. которые не позволяют нам двигаться дальше. And we are constantly reminding И ourselves мы of that постоянно regret. себе напоминаем об этих сожалениях. I don't think it comes automatically, but we tend to becomes a habit Я бы не сказала, что эти сожаления приходят автоматически, но они превращаются в своего рода привычку. that we tend to hold on to that regret. И мы цепляемся за эти сожаления подчас.
And I personally have experience with that as well. И у меня есть личный опыт на этот счет. For example, Например, I left my monkhood, я снял монашеские обеты. and to me that was a huge regret. И я испытал колоссальное сожаление на этот счет. It was a mistake. Это была ошибка. And why did I make that mistake? Почему я совершил эту ошибку? I made that mistake out of ignorance, Я совершил эту ошибку из-за неведения, stupidity, из-за глупости, not being flexible, из-за недостатка гибкости, not being conscientious. из-за недостатка You know, совестливости. there's so many different factors. Множество факторов сыграли свою роль. But to put it in short, it was out of stupidity. Но если подводить итог, то я бы сказала, все это по глупости. But that is a consequence that I had to live for many years. Но это последствия, с которыми мне приходится жить уже очень много лет. And for me to come back to Russia, come back to И Kalmykia для меня вернуться в Россию, вернуться в Калмыкию as a lay person, уже в статусе мирянина, not knowing how well you would be received, не зная, как хорошо или плохо тебя примут, not knowing how the reaction would be, не зная, какая будет на тебя реакция. it was a constant struggle for me. Это была невероятная борьба, And not only постоянная that, борьба. И не только это. not only that, I've been someone who has promoting the true lineage Я ведь был тем человеком, который продвигал всеми силами истинную of the Vinaya tradition or линию monk's discipline. монашеской дисциплины, традиции Виная. And for me to continue to hold such a high post as Шаджин-лама, И вот я продолжаю занимать высокий пост Шаджин-ламы. though it was for many positive reasons, И хотя, конечно, на то было много положительных причин, in the back of my mind, все равно где-то в уголке моего there's ума always that little state of mind that says, this is not right. You're всегда not doing the right оставалось thing. такое маленькое ментальное состояние, которое говорило мне: неправильно, ты поступаешь неверно. But I know for sure, and I'm fully convinced, Но я знаю это наверняка, и я полностью в этом убежден, there's a reasons that I hold on to this post. что есть причина, почему и сегодня я Because I wanted to make sure, I этот пост. wanted to make sure that the true Sangha Ведь community я очень хочу сделать все возможное, чтобы истинная монашеская община is Сангха established была крепко укоренена. to a point where I am comfortable to say, okay, my job is done. И чтобы она укрепилась так сильно, чтобы в какой-то момент я мог попросту сказать: все, замечательно, моя работа сделана. And then it will be fully handed over. Тогда я смогу полностью передать Then I will be эти полномочия able to другим, leave. Then I will be able to leave this particular post и я смогу спокойно оставить этот in a пост, very calm, пребывая в покое, convinced that what I work for will not be contaminated и or will not go down the будучи drain. полностью убежден в том, что вся моя работа, она увенчалась успехом, и она не повернется вспять. So going off the record, but anyway, so for this many years, I've lived with this, how to say, with this strong regret. Так что вот эти долгие годы я жил в этих колоссальных сожалениях. Or pain. Я испытывал боль. And this is sometimes it just simply takes to speak up, Иногда нужно просто высказаться, to speak about that pain, рассказать о своей боли, to speak about that suffering, рассказать о своем страдании. and it just takes a few words Иногда достаточно буквально нескольких слов, that for us to feel okay about it. чтобы мы наконец начали чувствовать себя нормально. In my case, В моем случае I was very fortunate мне очень повезло, and lucky enough мне действительно посчастливилось to be in the presence of the Dalai-lama many times, несколько раз находиться в присутствии Его Святейшества Далай-ламы. but never had the gut Но никогда мне не хватало смелости, or the courage никогда мне не хватало храбрости to discuss my personal suffering. разговаривать с Ним о своих личных страданиях. But as I truly believe that he is the true reincarnation, Но я глубоко убежден в том, что Его Святейшество — это истинная Buddha of реинкарнация compassion, Будды сострадания, and he has clairvoyance. что Он обладает ясновидением. Though he may have clairvoyance,
not all the time is explained because it's a learning process for all of us. Но хотя он и обладает ясновидением, не все и всегда объясняется, потому что для нас это, так сказать, процесс учебы. Now, I don't remember how many years ago, but it was Не помню, fairly сколько лет recent. тому назад это произошло, но это было достаточно недавно. Maybe 4 or 5 years ago, Может быть, 4-5 лет тому назад. where I was with a Russian delegation, Я был вместе с российской делегацией. and His Holiness mentioned, И Его Святейшество Далай-ламы сказал, he was explained to the Russian delegation. он что-то объяснял российской делегации So he said that и сказал, Тэло Ринпоче worked very hard in Тэло Russia, Ринпоче очень упорно работает в России. dedicated, Он предан тому, что он делает. then all his sins are purified. И все его грехи очищены. And it was, to me, that was like, how did you know? И у меня такой вопрос родился, откуда вы знаете? How did you know I was living with that pain? Откуда вы знаете, что я жил с этой ужасающей болью? And since then, И с этого дня I have no regret. у меня не осталось сожалений. I'm very happy, Я очень счастлив, and I'm fully convinced и я полностью убежден, that everything I have done is что все, что я делал, done for the good, было ради благого дела. And you know, the thing I wanted to say is it's changeable. Вот что я хочу сказать, это переменный фактор. Regret is changeable. Сожаление – это то, что может быть изменено. It changed me. It changed me. Сожаления поменяли меня. And all it took is to speak up. Но нужно было об этом поговорить. In my case, I didn't have the courage to speak В моем up. случае мне не хватило храбрости, чтобы поговорить об этом. But I disrupted in 93. Я сняла обет в 93 году. From 1993 С 93 года to 2008, до 2008, I can't remember what year it was, не but помню, какой точный год это был. that's how many years I carried Представьте, that сколько baggage. лет я тащил на себе этот груз. And it was not easy. Это было нелегко. It was very difficult. Это было очень трудно. And thanks to having wonderful friends Но и благодаря тому, что у меня были замечательные друзья, who gave me courage, которые всегда меня who gave me подбадривали, inspiration, которые всегда меня who вдохновляли, said everything will be okay. которые всегда повторяли мне, все будет хорошо. We all need friends. Нам всем нужны друзья, We all need advice. нам всем нужны советы. Whether it is something that we want to hear or not, we still need to listen to it. Хотим мы слушать советы или не хотим, в любом случае эти советы нам нужны. There's always wisdom in there that we can В filter этих out. советах всегда есть частицы мудрости, которые мы можем извлечь. How many of you have said, "Oh, I don't want to listen"? Сколько раз вам, наверное, приходилось говорить, не хочу больше ничего слышать? Это я был. And how many of us say that word today? И кто из вас сегодня наверняка говорит то же самое, я не хочу это слышать. Я не хочу слышать тебя. Я это не хочу слушать. Я не хочу слушать. Sometimes we have to be a little bit more flexible. Иногда нам нужно быть погибче. Listen to it. Слушайте, Listen to it with the intention that слушайте советы you are going to filter out some kind of a wisdom. с таким намерением, что из этих советов вы можете извлечь частицы мудрости. And I'm sure there is some treasure in them. И я абсолютно уверен, что крупицы сокровищ, настоящие сокровища в этих советах непременно содержатся. Finding treasure is never easy. Искать сокровища – трудная задача всегда. Therefore, wisdom is never easy to find. Поэтому и мудрость обнаружить всегда очень трудно. And wisdom will always come at a very hard price. Мудрость дается нам очень тяжелой ценой. So, these are all that I speak from experience. Я говорю с вами об этом, исходя из своего личного опыта. And this is the way of this is the style of, if you want to say lecture, that's fine. That's how I like to call it. I don't give teachings, but all my lectures have been based on the experience that I have. Я не хочу называть это учениями, это лекция.
И все свои лекции я всегда базирую на собственном опыте. And all my talks are always, associated with some event. Мои беседы, они всегда соотносятся с какими-то событиями из моей жизни. Я могу учение давать тебе, читать любой книга, любой учение, которое я получил от Далай-ламы или моя учитель и другой лама, да, я можно открывать книгу и сказать, Будда так сказал, я можно читать, как чуть-чуть объяснить чуть-чуть. Но этот эффект будет или нет, я сомневаюсь. So, if I share the teachings or the texts based on my experience, we are all humans, we can relate to it. Я буду делиться учениями или какими-то наставлениями, исходя из собственного опыта, то мы все сможем как-то к этому прикоснуться, потому что мы все люди, у нас много общего. So, therefore, the 51 mental states, I hope that you have written it down. Итак, 51 ментальный фактор. Я надеюсь, что вы их записали. Take it home. Заберите их домой. Pinpoint. Pinpoint. И попытайтесь out of the 51 mental factors, посмотреть из этого 51 ментального фактора, how many do you possess? Сколько есть у меня. Then, if you consider yourself a Buddhist practitioner, И далее, если вы считаете себя буддийским практикующим, after 6 months, через полгода open this again. Откройте этот список снова. How many have you subdued? Какие отрицательные ментальные состояния вы смогли усмирить? How many have you cultivated? Какие положительные смогли взрастить? Then a year later, Потом через год do it again. проделайте это упражнение снова. So this is what we call the map of the mind. Это то, что называется картой или атласом ума. And this is the very true individual, categories that's out there. Это настоящие категории, которые действительно присутствуют в отдельной личности. So my request is my request is not to just Моя просьба к вам, not just attend today and just leave and forget about it. пожалуйста, не просто выходите сегодня из зала и позабыв затем то, что вы сегодня слышали. Work on the mind. Поработайте над своим умом. Thank you. That's it. Спасибо, на этом все. It's